Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 27 августа 2021 года и на канале очередное отчетное видео. Правда, друзья, я снимаю в пятницу, и отчет будет по слегка усеченной вышивальной неделе. Просто у меня не будет возможности вышивать и снимать в субботу и воскресенье. Итак, сегодня в программе, как всегда, в начале видео отчет по продвижению в вышивке со всеми впечатлениями. А во второй части видео мы всем нашим любительским клубам отправимся ненадолго в Средневековье. В 1600 году инквизиция приговорила Джордано Бруно к смерти и привела приговор в исполнение. Джордано Бруно был живьем сожжен на площади в Риме. Так за что же сожгли Джордано Бруно? Этот вопрос, друзья, мы рассмотрим сегодня. Ну а пока вернемся к первому пункту, к отчету. Напомню, я вышиваю картину «Любимая мелодия» итальянского художника Евгенио Эдуардо Зампиги. Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик». Размер схемы 576 на 420 стежков. В моем случае, как многие уже знают, это крестик в 2 сложения нити. Нити подбирала по ключу фирмы ДМС. Вышиваю на канве Аиде 18 каунта. В вышивке использовано 200 цветов, 102 из которых бленды. Ну и пока перед нами путеводитель, как я превью называю, хочу показать, где, в каком районе мы с вами сейчас находимся. А находимся мы с вами, если смотреть на картинку, в верхнем левом углу. Вот, захватываем часть бутылочки, идем, часть Джузеппе, гармонь немного и всевидящее око нашей девицы, которым она за нами наблюдает всю дорогу. Затем поднимаемся вверх, и получается вот такая область вышита. Ну и непосредственно я остановилась на гармонии. Ну а теперь перейдем непосредственно к вышивке. И вот что перед нами. А перед нами вышито уже 14%. В крестиках это 34 тысячи. И за прошедшие вышивальные дни мне удалось вышить 4000 крестиков. Друзья, говорю все приблизительно, не высчитывала досконально десятки, единицы. Ну, все-таки вышивка перед нами, мы все равно видим, как, что и где мы находимся, да? Вот эту часть я вышивала все прошедшие дни. Низ. Занималась кладкой камина из крестиков, из ниточек. Да, я напомню, друзья, вошла во вкус. Мне понравилось вышивать большие участки, которые вышиваются одним цветом. Дает вот полное ощущение расслабления, медитации, погружения в себя. Как говорится, ушла в себя, вернусь не скоро. Крестиков через 500. Это так в моем случае. В общем, было интересно. И, как можно заметить, масса оттенков коричневого цвета. И одежда Джузеппе тоже коричневая, на фоне коричневого камина. И все это выделено, все это объемно. Джузеппе выходит на передний план. Камин остается на заднем, хотя полка камина тоже имеет объем. Мы видим, как ее вот узор все выпирает, тоже выходит нам навстречу. И вышивка на этой неделе тоже мне преподнесла сюрприз. Если на прошлой неделе это была
девочка Роза, она внезапно появилась, нежданно-негаданно, то на этой неделе это либо вот сковорода, либо кастрюлька, которая висит в камине. Мне почему-то кажется, что сковородочка, что у нее даже есть ручка. И вот насколько интересно, вышиваю и пошли крестики образовывать круги. Думаю, ну что это может быть? Ну мало ли, ну так разработана схема, значит так, видимо, надо. И по окончанию я понимаю, что передо мной сковородка. Друзья, я абсолютно на картинке упустила этот момент. Я ее не увидела. Я не знаю, увидите ли вы, вот здесь она находится. Я не заметила. И здесь, на вышивке, она вот так получилась, такая объемная. Вы посмотрите, как хорошо ее проработали девочки. Вот эта сторона светлая, металл виден, что оно металлическая посуда. Как отсвечивают лучи солнца, которые проникают в комнату со стороны окна. И объем этой кастрюли или сковородочки дает еще и падающая от нее на камин тень. Вот ощущение, что мы можем взять эту сковородку. Настолько она объемна. Вот молодцы, как хорошо проработаны. А вот карманчик оттопыренный у Джузеппе начал проявляться. Складочки на одежде аккуратные, все хорошо все видно и показано. В общем, вышиваемая часть мне очень понравилась. Было время и задуматься, и поразмыслить эти участки. Здесь 310, 3371, 938. В общем, все наши любимые мои коричневые цвета и оттенки. Бленды. Но я к блендам, хочу вам сказать, отношусь положительно. Мне нравится, если они дают вот такой эффект, плавный переход, естественный переход от одного цвета к другому. Да, они должны быть, и пусть они будут. Вот посмотрите даже, какой блик от солнца. Вот на сковородке металлическая сторона. Здесь немного ярче, а там пошло тускнее, затемнение. И здесь абсолютная тень. И металлическая получается ручка, она тоже вот блики солнца, света на ней. Ничего не размазано, не расплескано вот в пиксель. Ну, хорошо, мне нравится. Донышко, как хорошо, понятно. Вот оно, донышко у этой сковородочки. А дальше пошла вот стеночка затемненная. И мы понимаем, что свет падает сверху. Да, где окно потом мы увидим появится. Понравилось мне. Результат меня устраивает на данный момент. Ну и перешла в эту часть. Ну а здесь, конечно, уже не заскучаешь. Махала крыльями во все стороны, туда-сюда, с этой иголочкой. Одну вставляю, другую беру, ниточки, бесконечно единички, двушки, трешки, 12, 20 и так далее. Весело, задорно, интересно. Нравится мне вышивать, оказывается, и музыкальные инструменты. Хотя буквально вот, если бы мне кто-то задал вопрос, кстати, вопрос такой я слышала недавно, отвечал на тег Александр Стич. Не помню, извините, на какой уже именно тег, но там звучал вопрос приблизительно так. Какой бы вы сюжет не стали бы вышивать, ни при каких условиях или ну что-то фу-фу-фу никогда. Так вот, в моем случае фу-фу-фу – это
ни при каких условиях я бы не стала вышивать боевые действия, войну, разруху, смерть, кровь и все, что символизирует смерть, не стала бы вышивать ни при каких условиях. Нет, это фу-фу-фу, да. Но вопрос еще звучал так, что бы вы не стали, да, вышивать музыкальные инструменты. Никогда не думала, что мне когда-то придется их вышивать. Я бы сказала, что это из разряда того, что я не стала, просто не фу-фу-фу, а просто неинтересно, ну, не мое. Хотя мне нравятся вышивки, где девочки вышивают фортепиано, рояли, скрипки, украшенные вазами с цветами, фруктами, еще чем-то. Все это романтично, все это фантастично, красиво, лирично, мелодично. Все это, да, хорошо, просто не мое. И тут вот кто бы мог подумать, музыкальный инструмент, да, я вышиваю гармонь. И понравилось, вы знаете, мне понравился результат. Эти клавиши. Я в жизни никогда музыкальный инструмент в руках не держала, ну, я имею в виду гармонь. И тут мне понравилось ее вышивать. Вы посмотрите, меха, складочки, гармошечкой. Видно прям, что здесь и наконечники металлические. И здесь металлическая, мне кажется, накладка. Она так светится, прям металлом отдает. Плечо у Джузеппе идет ровненько. Никуда не растеклось, в пиксельность не ушло. В общем, мне интересно вышивать музыкальный инструмент, как оказалось, да. Но это один, конечно, элемент, который составляет целую картину общую. Без него никуда. Ну вот интересно, я им занимаюсь, да. Яркость цветов после камина, после здесь всех цветов, оттенков коричневого. Конечно, музыкальный инструмент – это вырви глаз, наверное, в моем случае. Но я шучу, мне нравится. Интересно вышивать. И у меня, кстати, возник вопрос к нашему Джузеппе. В прошлом видео мы узнали с вами, что он приобрел вино. Вот оно наполовину почти у нас уже вышито. Приобрел бутылочку вина в соседнем монастыре у знакомого монаха. А не наш ли это знакомый, хорошо знакомый монах, блондин голубоглазый? А Джузеппе? Вот. Что-то мне подсказывает, что это наш винодел, хорошо знакомый нам, который я вышивала, которого совсем еще недавно. Сейчас я на него смотрю. Улыбается. А Джузеппе. И Джузеппе улыбается. В общем, они у меня все в прекрасном расположении духа. Да, их компания, конечно, мне по душе, мне нравится. Поднимают мне настроение. И не все так мрачно, кажется, глядя на них. Ну что, друзья, вроде бы я вам отчиталась, рассказала об очередном сюрпризе сковородочке. Сколько вышито, рассказала вам и как вышивалась. Мне, да, интересно было. Перейдем ко второй части видео. Как всегда, друзья, берем полный комплект для выживания. Устраиваемся поудобнее, приглушаем основной свет и медленно погружаемся в Средневековье. За что сожгли Джордано Бруно? Джордано Филиппо Бруно, родившийся в 1548 году в городе Нола, 17 февраля 1600 года
был сожжен на площади Цветов в Риме. При любых интерпретациях и трактовках событий факт всегда остается фактом. Инквизиция приговорила Бруно к смерти и привела приговор в исполнение. Подобный шаг вряд ли возможно оправдать с точки зрения евангельской морали. Поэтому смерть Бруно навсегда останется прискорбным событием в истории католического Запада. Но вопрос в другом. За что пострадал Джордано Бруно? Сложившийся стереотип мученика науки не позволяет даже задуматься над ответом. Как за что? Естественно, за свои научные взгляды. Однако на поверку такой ответ оказывается по меньшей мере поверхностным, а по сути просто неверным. Текст приговора был странным, и странным был процесс. Настолько, что споры о содержании пресловутых 8 пунктов обвинения не прекращаются до сих пор. Ты, брат Джордано Бруно, сын покойного Джованни Бруно из Нолы, возраста же твоего около 52 лет. Уже 8 лет назад был привлечен к суду Святой Службы Венеции за то, что объявил величайшее кощунство говорить, будто хлеб присуществляется в тело и так далее. Эти положения были предъявлены тебе 18 января 1599 года в конгрегации прелатов, заседавшей в Святой Службе. И затем 4 февраля того же года было постановлено снова предъявить тебе указанные 8 положений. Указанные 8 положений на самом деле не указаны в тексте приговора ни разу. Речь идет лишь о доносе, который настрочил на Бруно его ученик, и в котором содержится не 8 пунктов, а как минимум 1,5 десятка, да и то, если объединять сходные. В приговоре ничего не сказано о том, откуда взяты эти положения. Ни слова об основаниях для вынесения приговора. Если, конечно, не понимать под основаниями выражения вроде «тягчайшее заблуждение и ереси» или «упорство и непреклонность». Просто 8 положений. Понимай, как знаешь. Нужно сказать, что как мыслитель Джордано Бруно безусловно оказал большое влияние на развитие философской традиции своего времени и косвенным образом на развитие науки нового времени, прежде всего как продолжатель идей Николая Кузанского, подрывающих физику и космологию Аристотеля. При этом сам Бруно не был ни физиком, ни астрономом. Идеи итальянского мыслителя нельзя назвать научными не только с позиции современного знания, но и по меркам науки XVI века. Бруно не занимался научными исследованиями в том смысле, в каком ими занимались те, кто действительно создавал науку того времени. Коперник, Галилей, а позже Ньютон. Имя же Бруно известно сегодня прежде всего из-за трагического финала его жизни. При этом можно со всей ответственностью заявить, что Бруно пострадал не за свои научные взгляды и открытия, просто потому, что у него таковых не было. Бруно был религиозным философом, а не ученым. Вскоре после гибели Бруно один из основоположников современной науки, Исаак Ньютон, определит эту границу так: гипотез не измышляю, то есть все мои мысли подвержены фактам и отражают объективный мир. Бруно же измышлял гипотезы. Собственно, именно этим он и занимался. Своими мыслями Бруно предпочитал придавать не строгую форму научных трактатов, а поэтическую форму и образность, а также риторическую красочность.
Философия Бруно представляет собой своеобразное сочетание литературных мотивов и философских рассуждений, нередко слабо связанных между собой. Поэтому неудивительно, что Галилео Галилей, который, подобно многим своим современникам, признавал выдающиеся способности Бруно, никогда не считал его ученым и тем более астрономом, и всячески избегал даже упоминания его имени в своих работах. Неосведомленные люди часто говорят о том, что Бруно был казнен как последователь системы Коперника. Это не так. Система Коперника впала в немилость гораздо позже, и по утверждениям некоторых исследователей, чуть ли не главным образом потому, что церковь осудила Бруно на смерть. Утверждать, что существует прямая связь между этими двумя фактами, невозможно. Однако точно известно, что Бруно был сожжен в 1600 году, а труды Коперника были внесены в индекс запрещенных книг в 1016. Таким образом, вне зависимости от своего влияния на судьбу теории Коперника, Джордано никак не мог быть казнен за одно лишь то, что изучил и трактовал труды покойного к тому времени поляка. Принято считать, что воззрения Бруно были продолжением и развитием идей Коперника. Однако факты свидетельствуют о том, что знакомство Бруно с учением Коперника было весьма поверхностным, а в толковании трудов польского ученого Бруно допускал весьма грубые ошибки. Он легко и смело интерпретировал идеи поляка, облекая свои мысли, как уже говорилось, в определенную поэтическую форму. Бруно утверждал, что Вселенная бесконечна и существует вечно, что в ней находится бесчисленное количество миров, каждый из которых по своему строению напоминает коперниковскую солнечную систему. Бруно пошел гораздо дальше Коперника, который проявлял чрезвычайную осторожность и отказывался рассматривать вопрос о бесконечности Вселенной. Правда, смелость Бруно была основана не на научном подтверждении его идей, а на оккультно-магическом мировоззрении, которое сформировалось у него под влиянием популярных в то время идей, предполагавшись обожествление не только человека, но и мира. Таким образом, Бруно нельзя назвать не только ученым, пусть даже и по средневековым меркам, но даже и популяризатором учения Коперника. С точки зрения, собственно, науки, Бруно скорее компрометировал идеи Коперника, пытаясь выразить их на образном, но смутном языке магического знания, на средневековом сленге алхимиков и оккультистов. Это неизбежно приводило к искажению самой идеи и уничтожало ее научное содержание и научную ценность. У Бруно не было никаких собственных научных результатов, а его аргументы, так сказать, в пользу Коперника, были лишь поэтическим потоком сознания, страстным и образным. Но разве за это казнят? Еще одна теория. Джордано Бруно был казнен за строптивый и не склонный к компромиссам характер. Церковь детянула его как могла, выгораживала и чуть ли не вынуждена была предать огню. Верно здесь только то, что характер у Джордано, судя по всему, был действительно не сахар. Если принять эту версию к рассмотрению, сразу возникает два вопроса. Первый.
Перед кем бедная инквизиция выгораживала Бруно, коль скоро сама же вела его процесс и сама же выдвигала обвинения? Второй. А много ли еще народу было отправлено на костер за скверный нрав? Если нет, то неизбежно возникает и третий вопрос. С какой стати церкви надо было создавать столь сомнительный прецедент? Вполне вероятно, что, ценя Джордано Бруно как мыслителя, инквизиция не спешила покончить с ним раз и навсегда. Однако нет никаких оснований говорить о том, что она была вынуждена сделать это. Никто не мог вынудить 9 кардиналов подписать последний для Джордано Бруно акт, а папу одобрить этот документ. Одна из версий гласит, Джордано Бруно развивал учение о бесконечности Вселенной и миров и за это пострадал. В своей идее бесконечности Вселенной Бруно обожествлял мир, наделял природу божественными свойствами. Такое представление о Вселенной фактически отвергало христианскую идею Бога, сотворившего мир из ничего. Согласно христианским воззрениям, Бог, будучи абсолютным и несотворенным бытием, не подчиняется созданным им законам пространства-времени, а сотворенная Вселенная не обладает абсолютными характеристиками Творца. Когда христиане говорят «Бог вечен», это значит не то, что Он не умрет, а то, что Он не подчиняется законам времени, Он вне времени. Взгляды Бруно приводили к тому, что в его философии Бог растворялся во Вселенной. Между Творцом и творением стирались любые границы. Уничтожалась принципиальная разница. Бог в учении Бруно, в отличие от христианства, переставал быть личностью, отчего и человек становился лишь песчинкой мира, подобно тому, как сам земной мир был лишь песчинкой в множестве миров Бруно. Учение о Боге как о личности было принципиально важным и для христианского учения о человеке. Человек есть личность, так как сотворен по образу и подобию личности Творца. Творение мира и человека есть свободный акт божественной любви. Бруно, правда, тоже говорит о любви, но у него она теряет личностный характер и превращается в холодное космическое устремление. Эти обстоятельства значительно осложнились увлечением Бруно оккультными и герметическими учениями. Он не только активно интересовался магией, но и, судя по всему, не менее активно практиковал магическое искусство. Кроме того, Бруно отстаивал идею переселения душ. Душа способна путешествовать не только из тела в тело, но и из одного мира в другой. Подвергал сомнению смысл и истинность христианских таинств, прежде всего таинства причастия. Иронизировал над идеей рождения Бога-человека от Девы и так далее. Все это не могло не привести к конфликту с католической церковью. Действительно, в кратком изложении материалы допросов Бруно, касающиеся теории о бесконечности Вселенной и миров, были выделены особо. Причем из этих материалов следует, что инквизиция отнеслась к учению весьма серьезно. Не по одному разу опрашивала свидетелей, использовала сокамерников Бруно в качестве доносчиков, дотошно допрашивала его самого. Почему она уделила такое пристальное внимание именно этой части философии Джордано?
разговор отдельный. Однако в сумме данные процесса по этому пункту дают нам основания полагать, что теория бесконечности Вселенной и миров вполне могла стать одним из тех еретических пунктов, которые не перечислены в приговоре. Но коли так, почему сей тезис не был внесен в текст приговора? Если не в атеизме, то, по крайней мере, в ереси обвинение Джордано Бруно предъявлено было, скорее всего, на основании его несогласия с учением католической церкви о триединстве Бога и, возможно, на основании следующего высказывания. Я защищал тот взгляд, что если душа может существовать без тела или находиться в одном теле, то она может находиться в другом теле так же, как в этом, и переходить из одного тела в другое. Бруно жил в эпоху религиозных войн. Еретики во времена Бруно не были безобидными мыслителями ни от мира сего, которых проклятые инквизиторы сжигали почем зря. Шла борьба. Борьба не просто за власть, а за смысл жизни, за смысл мира, за мировоззрение, которое утверждалось не только пером, но и мечом. И если бы власть захватили, например, те, кому ближе были взгляды Бруно, костры, скорее всего, продолжали бы пылать, как пылали они в XVI веке в Женеве, где протестанты-кальвинисты сжигали католиков инквизитором. Все это, безусловно, не приближает эпоху охоты на ведьм к жизни по Евангелию. Однако даже с учетом этого пункта «виновен в ересе» у нас получается только 3, максимум 4 положения из 8 объявленных. Куда же подевались остальные? Весьма вероятно, что еще одним пунктом, определившим судьбу Бруно, было его отношение к институту монашества. Из доноса, сочиненного Джованни Маченио, следовало, что Бруно говорил, что надо прекратить богословские препирательства и отнять доходы у монахов, ибо они позорят мир, что все они ослы. Нельзя не признать, Джордано Бруно действительно считал схоластиков ослами, причем называл их так открытым текстом. Более того, сложил сказочку под названием «Киленский осел», где, в частности, устами осла же весьма недвусмысленно дает понять, что представляет собой современная ему академия, которой Бруно, мягко выражаясь, не симпатизировал. С учетом того, что преподавание по большей части являлось занятием духовных лиц, есть о чем задуматься. Однако глумление над схоластиками в ту эпоху не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Если уж церковь и была заинтересована этим пунктом доноса, то только в частности отношение Джордано к монашеской экономике. Спрошенный, высказывался ли с осуждением о католических монахах, в особенности порицая за то, что имеют доходы? Ответил: я не только никоим образом не осуждал церковников за что бы то ни было, в частности за то, что они имеют доходы, но, напротив, я осуждал за то, что монахи вынуждены нищенствовать, когда не имеют доходов. Я был крайне поражен, когда наблюдал во Франции, как некоторые священники выходят на улицу с раскрытым требником и просят милостыни. По сути, это тонкий намек на очевидные обстоятельства. Действительно, редкий монах зарабатывал себе на жизнь трудом. Нищенствующие же ордены, кстати, к которым относились и доминиканцы, братья по схеме Джордано, как следует из их наименования,
Основным своим занятием почитали нищенство, которому и отдавали должное те из братьев, которым не нашлось места в инквизиционных трибуналах и на кафедрах академий. О том, как Бруно относился к большинству академиков, мы уже знаем. Что же касается инквизиции, то человек с юности, вынужденный скрываться от нее, едва ли высоко ценил ее деятельность. В целом же от его речи на процессе по этому вопросу остается впечатление откровенного издевательства. Таким образом, мы получаем более или менее внятный ответ на вопрос о приблизительно 5 из заявленных 8 положений обвинительного акта, из которых следует, что Бруно был признан виновным в преступлениях, в основном против догматов. Одна из версий, наиболее, на взгляд многих исследователей правомерных, гласит, что отчасти ответ на вопрос о том, чем был обусловлен приговор Бруно, стоит поискать в его книгах о мнемонике. Однако это лишь предположение. Утверждать что бы то ни было, не держа в руках ни единого тома, невозможно. Очень жаль, что на русском языке эти труды Бруно не опубликованы. К сожалению, полный текст приговора с обвинениями Бруно не сохранился. Скорее всего, точного ответа на вопрос о конкретных основаниях приговора Джордано Бруно мы не получим. Придется довольствоваться логическими рассуждениями большей или меньшей степени правдоподобности. Итак, из дошедших до нас документов и свидетельств современников следует, что те коперникианские идеи, которые по-своему выражал Бруно и которые также были включены в число обвинений, не делали погоды в инквизиторском расследовании. А версия о том, что Бруно угодил на костер за то, что активно участвовал в деятельности чуть ли не всех европейских сатанистских и оккультных обществ, имеет как сторонников с аргументами, так и противников с аргументами не менее весомыми. Все это лишний раз подтверждает основной тезис. Бруно не был и не мог быть казнен за научные взгляды. Некоторые из воззрений Бруно в том или ином виде были свойственны и многим его современникам, однако на костер инквизиции отправился лишь упрямый Бруно. Что стало причиной такого приговора? Скорее всего, стоит вести речь о целом ряде причин, заставивших инквизицию принять крайние меры. Не стоит забывать, что расследование дела Бруно продолжалось 8 лет. Инквизиторы пытались подробнейшим образом разобраться в воззрениях Бруно, тщательно изучая его труды. И, судя по всему, признавая уникальность личности мыслителя, искренне хотели, чтобы Бруно отрекся от своих антихристианских оккультных взглядов и склоняли его к покаянию в течение всех 8 лет. Поэтому известные слова Бруно о том, что инквизиторы с большим страхом выносят ему приговор, чем он выслушивает его, можно понимать как явное нежелание римского престола этот приговор выносить. Согласно свидетельству очевидцев, судьи действительно были удручены своим приговором больше, чем Бруно. Однако упорство Джордано, отказывавшегося признать выдвинутые против него обвинения и, следовательно, отрекаться от каких-либо своих взглядов, фактически не оставляло ему никаких шансов на помилование. И практически наверняка можно сказать, почему он был предан своим ученикам. Вне зависимости от содержания своих ересей, Бруно был остроумен и дерзок.
обладал здоровым чувством собственного достоинства и смелостью, что всегда вызывает рев раздраженных своим бессилием ослов. Что же касается Маченио, то он представлял собой великолепный образчик осла в человечьем обличье, ленивый, жадный, глупый, завистливый и к тому же трусливый. Узнав о том, что Бруно решил покинуть его и отправиться во Франкфурт, озабоченный равно тем, что знание его учителя будет передано другим ученикам, и тем, что его самого паче чаяния заподозрят в пособничестве еретику, если Бруно станет объектом преследования инквизиции, Маченио инициировал это преследование. С этого момента начался путь Бруно на костер. Он длился 8 лет, ровно столько, сколько неоглашенных публично пунктов обвинения было положено в основу приговора, подписанного генеральными инквизиторами всего христианского государства. 17 февраля 1600 года в Риме был сожжен живым преступник, брат-доминиканец Бруно, упорнейший еретик, который говорил, что умирает мучеником добровольно. Вот так, друзья. Ну, на этом буду заканчивать. Пишите комментарии. Мне очень важно знать ваше мнение. Ставьте лайки, дизлайки. А я желаю всем мира, здоровья и всякого благополучия. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.